Всем привет, друзья! Сегодня небольшой обзор на готовую наконец-то юбочку. Я уже представляла ее, когда была в процессе творческой работы. Теперь хочу не то чтобы похвастаться, а рассказать о достоинствах и недостатках, о достижениях и просчетах, а также представить схему, по которой ее можно связать. Я пересчитала все. И чтобы для себя, чтобы не забыть, потому что у меня бывает часто так, когда вяжешь изделие, делаешь расчет, делаешь это на черновике. Когда тебе надо через какое-то время повторить, ты уже не знаешь, что это за цифры, куда это отнести, к какому ряду, к петли это или ряды, вот так вот. Итак, вот наша юбочка. Я думаю, где-то на возраст 9-11 лет. Пряжа, конечно же, бюджет. Я уже говорила, почему я выбираю, потому что как бы я на заказ не работаю, а хочется попробовать что-то. Конечно, это бюджет, легче и продать, и если вдруг не продаться, не будет так жалко. Итак, сейчас поближе камеру и будем рассматривать, что у нас. Итак, вот наша юбочка. Сюда я добавила вот такие пайеточки. Пайеточки расшила. Не нашла шнура специально, то есть нитки металлизированные. Добыла ее и шнура. Уже рассказывала и показывала вам. Если что не найдете там где-нибудь у себя в магазинах, можете пользоваться вот таким вариантом. Дальше декорированная веточка, это покупная. Вот видите, пайеточка пришита, она бликует вместе с ниточками. То есть нитки не контрастируют, а даже дополняют этот блеск. Покупные цветочки. Вот эти цветочки я вязала, показывала схему в видео «Очаровательная повязка», бусинка в середине. Здесь у нас вот такая типа кетеля вышивка, а это уже навязано, видите, как она, не основном, не на полотне, а как бы она, знаете, как в ирландском кружеве, да? Раз ее прихватила, дальше связала, прихватила, то есть она не полностью лежит на изделии. Вот, свободные вот такие пролетики небольшие. И вот эти пикошечки. Так, дальше что здесь у нас еще? По краю я обработала первый ряд, край. У меня столбики без накида. Коричневая, зеленая это веерочки, и сверху снова коричневая, столбики без накида. Вот эти полоски, я называю их кетлеванные ряды, вязальщицы рукодела называют это рачий шаг. Но это не только как бы украшает изделие, еще и форму держит очень хорошо, потому что эти ряды, они позволяют меньше растягиваться изделию. Вот с поясом, конечно, я считаю, что это недостаток. Я не понимаю, зачем я здесь сделала вот эти пико. Они здесь не нужны. Лучше бы я сделала здесь, скорее, как бы шлицы и сделала это под какой-нибудь поясочек. А так вот, ну, как бы мой косяк, я называю. Вяжется юбка одним полотном. Шов сзади. Здесь я сделала как бы, ну, вот такую затяжечку-то, шнур. Для того, чтобы корректировать на талии, где он, господи, в видео не вижу, вот так. И добавила вот эту пряжу кружевную. О ней тоже рассказывала, по-моему, в видео «Шарф трансформер», она у меня тоже там фигурировала. Значит, здесь 6 клиньев, укороченными рядами. Длина юбочки, сейчас я вам расскажу. Само вязаное полотно на машине 30 сантиметров, плюс вот пояс и вот эта довязка крючком. Ну, тут буквально совсем, наверное, сантиметра 3 там и там. Итак, вот схема. Давайте поговорим о ней. Значит, у нас набираем 46 петель. И укороченными рядами вяжем по 3 петли. Убираем. Сокращаем по 3 петли. И потом возвращаем их. Вот этот пролет составляет 56 рядов. Плюс мы вяжем без укороченных рядов 24 ряда. Итого у нас один клин равен 80 рядам.
6 клиньев – это 480 размах, 480 рядов. По талии у нас получилось 144 ряда. Петли, которые вяжут у нас всегда, это вот эти петли, 5 петель. Петли, которые формируют саму кокетку эту, тоже 5 сантиметров. То есть вот эти петли 5 сантиметров, 5 петель. 5 петель у нас вяжут только 24 ряда, а вот эти 5 петель вяжут все 80 в клине. То есть мы их не сокращаем. Итак, значит, с одним рядом начинаем мы. Вот я даже сделала задел себе, чтобы сзади равномерно сформировать клин. Начинаем 46 петель, мы вяжем 11 рядов и потом сокращаем. Точно так же, когда мы вернулись сюда, заканчиваем. То есть у нас один клин разделен на 2 части. Тоже вяжем 11 и убираем. Ой, господи, закрываем петли. Начали 11, открыли клин и заканчиваем. Закрыли клин 11. И у нас получается вот так, чтобы не перекосило этот шов по спинке. Нужно сделать именно вот так. Ну и все вам рассказала. И по бюджетному варианту пряжи. Конечно же, если вы вяжете для себя, для своей маленькой куколки, тогда, конечно, можно выбрать вариант подороже. Вот для сравнения, у меня есть 2 кофточки, в которые я сейчас открыла видео. Это вот такая. Вязана спицами, ажур. И вот такая вязаная на машине. Это микрофибра, производства Германия. Это у меня одного возраста изделия. Моему сыну сейчас 16, вязала я, когда ему был год. Вот по 15 лет изделиям, конечно, есть с чем сравнить. Вот на эту кофточку можно повесить этикеточку и сказать, что я ее только что купила. Так что выбор пряжи за вами. Так, ну, если, конечно, будете вязать спицами, то я бы рекомендовала номер 3 и 5 для этой пряжи. Вот такие вот моточки я покупаю. 25 рублей один. А на машине я вяжу на плотности 8. Набираю первый ряд, провязываю на плотности 7, а потом перехожу на 8 и вот таким образом вяжу. Ну, вроде бы все рассказала. Достоинства и недостатки оценили. Шляпку я тоже, кстати, закончила к этой юбке. Вот она. Я ее показывала в одном из видео. Здесь тоже присутствуют вот такие вот цветочки. Нитки ирис. Пайеточки. Ну и, конечно, вот эти волшебные камушки. Они мне очень нравятся. Вот как бы они мне прям сюда зашли. На солнышке-то вообще прям малахитовая шкатулка. Ну и все. Всем удачи! Если мое видео было вам полезным, я буду счастлива. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь своими успехами. Если что-то непонятно, спрашивайте, на все отвечу. До новых встреч, пока! Небольшое послесловие. Я забыла сказать, что способ вязания укороченными рядами на моем канале представлен в видео «Вяжем отложной воротничок». Если вы не знакомы с этим способом, посмотрите мое видео, или в YouTube очень много мастер-классов по этому вязанию.